Да, присаживайтесь, пожалуйста. Хотите подобрать себе тур? Хорошо, давайте посмотрим. А вы хотите именно тур или просто поездку? Поездку. Хорошо. Вы раньше обращались уже в наше агентство? Первый раз, да? Хорошо. А можно узнать, откуда вы о нас узнали? Друзья посоветовали. Замечательно. Хорошо. Так, я сейчас открою карточку, чтобы создать запрос для вашей поездки, для вашего тура. Подскажите, пожалуйста, какое направление вы рассматриваете? Турция, да, хорошо. На море-то хотите или больше на море-то? Вы уже были ранее в Турции или первый раз? По курортам вам подсказать что-то, какое именно место вы бы хотели посетить? Хотите что-то более спокойное, да? Либо же, чтобы было и погулять, где какие-то достопримечательности посмотреть? Хотите спокойный, да, отдых больше? Скажите, пожалуйста, какой длительностью поездку вы предполагаете? Неделя, да? Даже чуть поменьше. Неделя с учетом дня приезда и дня отъезда. Хорошо, ну в принципе это как раз хорошее время, чтобы просто полежать на пляже, поплавать в море, отдохнуть от работы, да, от всего. Я вас понимаю. Когда хотите поехать? Первой недели сентября. Я думаю, что это отличное время. Как раз уже, знаете, и школьников не будет, уже поспокойнее. И к тому же сентябрь, бархатный сезон. И уже и море достаточно теплое, но при этом не жарко даже в дневное время. Хотя, конечно, в Турции все-таки в сентябре еще может быть достаточно тепло. Но это как бы такая оптимальная золотая середина, я бы сказала. Так, значит, мы рассматриваем первую неделю сентября. Курорты я бы посоветовала вам в таком случае, если что-то такое небольшое, спокойное, то это либо Кемер обычно, либо в Кемере вы не были раньше, да? Хорошо. Также Аланию могу посоветовать и Бодрум. Вы уже были в каком-то из этих курортов? Не были, да? Хорошо. Давайте я вам сейчас чуть поподробнее расскажу тогда про каждый. Смотрите, Кемер — это небольшой поселок, но там достаточно много отелей. Можно погулять по самому Кемеру. Его окружают горы, то есть когда вы будете плавать, там будет достаточно красивый вид, то есть вы будете плавать среди гор. Пляж, насколько мне известно, в Кемере галечный, но есть отели, где сделан песчаный пляж, так что тут можно подобрать, если вдруг для вас это как-то принципиально. По времени, смотрите, вы прилетаете в Анталию и оттуда уже где-то 45 километров. Да, у вас будет, конечно, трансфер, и 45 километров на трансфере до Кемера. Да. Также можно жить в одном из поселков рядом с Кемером. Их также несколько, но тут уже на ваше усмотрение. Кемер и сам по себе тоже не слишком большой. Если говорить уже про Аланию, то там достаточно спокойное море. В Кемере, в принципе, тоже. В Алании больше песчаных пляжей, чем в Кемере. Там такой популярный отдых с детьми. Кому-то это плюс, кому-то минус. Вы же, я так понимаю, хотите просто спокойный отдых в одиночестве и, собственно, едете уже в то время, когда детей не будет. Ну, то есть, возможно, там детей будет немного, но, скорее всего, кто-то может быть, потому что курорт для семьи с детьми достаточно популярный, если также вдруг вам это принципиально. Алания также уже более богата различными историческими достопримечательностями.
даже окружена горами, и в Кемере и в Алании в принципе можно отправиться также и в горы погулять. Третий курорт, который я вам посоветовала, это Бодрум. Бодрум — это уже побережье Эгейского моря. Там чуть более мягкий климат, меньше влажность, и это хорошо, если вы плохо переносите жару, там она легче переносится. Бодрум считается таким более европейским курортом. Там очень достаточно интересный архитектурный стиль. Дома все построены в едином стиле. Но там стоит быть готовым к тому, что пляжи могут быть не очень большие. Как правило, они частные. И это могут быть также пляжи-платформы. То есть как бы искусственно сделанные пляжи, не песчаные, например, не галечные, а как такой пирс, можно сказать, деревянный, либо бетонный, вот что-то такое. Если вдруг для вас также принципиально, какой тип пляжа должен быть. Там достаточно активная ночная жизнь, насколько мне известно. И там достаточно популярны прогулки на яхтах, катание на серфинге, на кайтсерфинге. Так что тоже для кого-то это может быть плюсом, а для кого-то минусом. Ну и Бодрум тоже имеет свои исторические достопримечательности. То есть если вы захотите погулять по городу, то это тоже достаточно интересное отдельное развлечение. Город и сам по себе красивый, сам по себе достоин того, чтобы его посмотреть. Так что вы можете подумать, что вам больше нравится, что вы хотите. Сейчас давайте определимся с отелем. Какие у вас пожелания к отелю? Хорошо. Не дальше, чем 10 минут пешком до моря. Хорошо, но с этим, конечно, не будет проблем, не переживайте. Так, больше, чем 10. Сколько звезд вы бы хотели? 4-5 звезд. Хорошо. По питанию, ну, скорее всего, там будет все включено. Вас, в принципе, устроит, да, такой вариант? Или вы бы хотели, может быть, полупансион, есть где-то в городе? Все включено, устраивать? Ну да, я согласна. Это, конечно, более выгодно на самом деле получается. Так, номер стандартный, одноместный, да, вас интересует? Смотрите, вам важен морской вид, например, потому что можно доплатить такие номера обычно чуть дороже, но зато будет вид на море. Да, я могу узнать это уже в зависимости от отеля, сколько будет стоить номер с видом на море. Хорошо. Наличие балкона важно. Хорошо. Этаж не принципиально. Хорошо. Так, давайте мы с вами посмотрим варианты отелей, которые я могла бы вам предложить вот в этих курортах, и можно уже исходя из этого тоже отталкиваться, что вам понравится. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, какие у нас есть отели, какие мы предлагаем. Для начала я хотела бы рассмотреть с вами Кемер. У вас есть какие-то предпочтения к отелю? Хотите какой-то необычный, какой-то интересный отель? Да, я вас понимаю. Знаете, я могу предложить вам, кстати, вот, например, такой отель выполнен, да, в таком интересном стиле. В принципе, отель как раз имеет программу «Все включено». Есть собственный пляж песчано-галечный. Но если вдруг принципиально, то между пляжем и отелем есть дорога, но по мосту можно перейти. То есть, так что если вдруг захотите, могу предложить такой отель. Это у нас, да, Кемер. Также вот этот отель Orange Country Resort тоже выполнен в очень интересном стиле. Видите, такой голландской улицы и голландской набережной, набережной Амстердама.
песчано-галечный пляж, также бассейны, есть спа-джакузи, массажи, все это имеется. Вот здесь можете посмотреть пример стандартного номера, бассейн, водные горки, но также и на территории отеля вот можно увидеть бассейны, и территория тоже есть, где прогуляться, походить, посмотреть, поизучать растения. Давайте посмотрим дальше. Из интересных отелей я хотела вам еще предложить вот такой Antigua Palace. Тоже интересный отель, он не очень большой, но я подумала, что вам будет интересен его необычный архитектурный стиль. Здесь также есть собственный пляж, песчано-галечный, как и в других отелях. Здесь также предоставляются зонтики, матрасы, шезлонги. Пляжных полотенец от этого отеля не предоставляется, это имейте в виду. Тип питания все включено. Есть также бассейн, водные горки. Вот здесь можете посмотреть пример стандартного номера. Столовый ресторан. Также виды из отеля. Также вот такая терраса. Вот, если вас заинтересовал, могу предложить его. Еще да, хотите посмотреть? Хорошо. Я хотела показать вам Бодрум. Есть один отель, я подумала, что он может вам понравиться. Отель интересен тем, что находится на собственном отдельном острове. Это по-своему очень необычно. Есть возможность гулять по сути по своей уникальной индивидуальной территории. Почему я предлагаю вам этот отель? Здесь есть собственный пляж, как пирс, так и песчаный пляж, что, конечно, является для Бодрума большим преимуществом. Есть также и бассейны, разные типы номеров, если вдруг захотите не только стандартный номер. В общем, отель очень хорошего уровня. Также вот показаны примеры стандартного номера, территории отеля, ресторана. Так что есть возможность вот также даже виллу снять, если вдруг вас это заинтересует. Также есть и фитнес, и спа-процедуры, там джакузи, массаж, но уже за дополнительную плату. Так что если вас заинтересует этот отель, то готовы вам его предложить. Вот этот, да, понравился. Вот этот и Кемер, да, который Казанская улица. Давайте вернемся туда на всякий случай. Так, это у нас. Да, ну конечно, оба отеля очень интересные. Но все-таки склоняйтесь вот к этому варианту, да, к Бодруму и к отелю на отдельном острове. Да, это действительно очень необычно, очень интересно. Я бы сама, пожалуй, выбрала бы такой же вариант. Хорошо, в таком случае я пришлю вам информацию по отелю, но на всякий случай я пришлю вам и по второму тоже в Кемере, чтобы вам было с чем сравнить. Хорошо, да, договорились, отлично. Так, ну с отелями мы определились, и теперь я хотела бы спросить у вас по поводу дат вылета. Имеет ли для вас значение перелет ночной или нет? То есть вы предпочли бы все-таки выехать утром? Хорошо. Смотрите, я могла бы предложить вам на эту дату, которую вы хотите, которую вы назвали как первый отпускной день, вылет в 10 утра, например. Да, то есть вы прилетите, и у вас еще будет где-то, ну, может быть, в
есть после обеда за вами заедет трансфер. У вас будет время утром в последний день тоже сходить на море, искупаться, тоже там вещи проверить спокойно. Я считаю, что это такой достаточно оптимальный вариант. Вот подошел бы вам такой вылет. Хорошо. Давайте тогда я отправлю вам эти варианты на электронную почту. Вы еще подумайте и тогда отпишитесь или позвоните. Я только, пожалуйста, запишу ваше имя, фамилию и контактные данные, если вы не против. Хорошо. Так, имя, пожалуйста. Фамилия. Хорошо. Номер телефона. Да, да. 4, да, вы сказали. Все, да. Так, и почта. Так, посмотрите, я правильно написала. Так, хорошо, да. Отлично. Я сделаю себе пометочку, тогда я вам в ближайшее время все отправлю. И вы тогда посмотрите, подумайте, и мы будем тогда на связи. Хорошо, да, по стоимости я рассчитаю вам уже, вместе со стоимостью пришлю, сколько там получается.